Всем привет! Что может быть лучше, чем вкусный, яркий и красивый торт на день рождения? Именно так и считает Дэдпул, который с нетерпением ждет момента, чтобы опробовать свое любимое лакомство. Поэтому сегодня мы посмотрим фигурку Дэдпула, посвященную 30-летнему юбилею персонажа. Но прежде чем мы перейдем к обзору фигурки, давайте углубимся в далекое прошлое, ведь праздничный торт для Дэдпула – это традиция, восходящая к очень далеким временам и начавшаяся примерно 240 миллионов лет назад. В те далекие времена, когда Земля представляла собой ледяной шар, далекий предок Дэдпула, а именно Динопул, будучи прямоходящим ящером, нашел свой первый торт. Правда, потом он все-таки понял, что на самом деле это был ледяной сталактит, но начало традиции праздничных тортов было положено. После нескольких тысячелетий таяния ледников и потепления климата на Земле, Динопул нашел другой способ добывать себе торт, а именно похищать их у своих новых соседей, первобытных людей. Так продолжалось сотни тысяч лет, и ничего интересного не происходило, за исключением тех случаев, когда Динопул натыкался на путешественников во времени и устраивал на них засады с целью добычи тортиков из далекого будущего. Во времена раннего средневековья Динопул открыл эпоху новых открытий и завоеваний, научившись седлать драконов. По мнению историков, именно в это время произошло разграбление Византийской империи, из которой были вывезены все кондитерские изделия из крема и глазури. В эпоху феодализма Дэдпул становится королем, оседлав болотного монстра, на котором впоследствии взгромоздил свой трон. Но правление Дэдпула долго не продлилось. Уже через полчаса монстр вместе с троном уплыл обратно в болото. В эпоху Возрождения, будучи выдающимся художником, Дэдпул создает монументальное полотно «Витрувианский торт», где закладывает основные символы симметрии и универсальные пропорции торта в искусстве и науке. Во времена проведения межгалактических конференций кондитерских изделий Дэдпул овладевает искусством маскировки, научившись не вызывать абсолютно никаких подозрений представителей соседних галактик. В настоящий момент Дэдпул проводит свое свободное время в поездках и отдыхе на природе, каждый раз не забывая взять с собой вкусный торт. Традиции часто со временем угасают, но с праздничными тортиками у Дэдпула дело обстоит иначе. Отмечая праздники на работе и дома, Дэдпул каждый раз с нетерпением ждет свой праздничный торт. Данная серийная фигурка Дэдпула выпущена в честь 30-летнего юбилея героя комиксов и поступила в продажу в марте 2021 года. Коробка выполнена в красно-черных цветах. На боковой стороне показана фигурка героя в полный рост, а на задней стороне мы видим изображение различных альтернативных версий Дэдпула из данной серии. Внизу коробки напечатана вся информация о фигурке, серийный номер и страна изготовления, в данном случае это Вьетнам. Как и все фигурки по вселенной Marvel, данная фигурка – башкотряс. Внизу фигурки мы можем увидеть серийный номер, он совпадает с номером, указанным на коробке. Дэдпул – любитель устраивать всевозможные сюрпризы, поэтому и на этот раз решил удивить всех присутствующих своим внезапным появлением из торта. Двухъярусный торт выполнен в оттенках белого и розового, а поверхность декоратирована блестящей глазурью, кремом и миниатюрными логотипами Дэдпула. По окружности торта расставлены зажженные свечи, а спереди свечи в форме числа 30. Ровно столько лет исполнилось персонажу комиксов в 2021 году. Все свечи выполнены в классических цветах персонажа – красным и черным.
А в качестве начинки представлен сам Дэдпул, выпрыгивающий из торта с двумя катанами. Наверняка с их помощью он хочет как можно быстрее нарезать торт всем желающим. Сам Дэдпул представлен в своем классическом для себя образе. И несмотря на простенький дизайн самого Дэдпула, у Фанка получилась очень милая и чудесная фигурка, не лишенная внутренней харизмы. На этом мое видео подходит к концу. Пишите в комментариях свои впечатления и какой торт вы больше всего любите. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и увидимся в следующих роликах.